Итак, как сделать так, чтобы успевать делать все дела, не сойти при этом с ума, и самое главное, когда я иду в постель, ложу голову на подушку, чувствую, что да, я сделала что-то прекрасное сегодня, я справилась. Итак, в этом видео я расскажу о техниках, одной особенной технике, которая помогает мне успевать самые важные дела за день, получать удовлетворение от жизни и, самое главное, как ты можешь применять эту технику уже сейчас. И в конце этого видео я расскажу о преимуществе именно этой техники. Потому что я использовала самые разные техники, но эта техника, она просто номер один все еще в плане продуктивности и успевать делать самые важные дела. Поэтому оставайся и поехали. Итак, для начала можешь вспомнить об этой технике. Я говорила о ней вот в этом видео сверху. Да, это техника светофор. Но не спеши переключать. Я говорила о бумажной версии этой техники. Коротко расскажу о ней. Это когда ты выписываешь все дела, которые тебе нужно сделать за день, сколько бы их ни было, 10, 15, 20 дел. Все дела выписываешь просто в столбик, и потом берешь 3 маркера, красный, желтый, зеленый, и отмечаешь сначала только 3 важных дела, самые важные дела, которые тебе нужно за сегодня выполнить, потом 3 желтых дела. Если у меня будет время, было бы хорошо, если я бы еще вот это сделала. И далее зеленый, если вдруг у меня будет время, было бы хорошо, и тогда все остальные дела, в принципе, можешь окрасить зеленым цветом. Таким образом, в конце дня, если ты сделала уже эти 3 важных красных дела, уже можно получить удовлетворение, что фуф, я с чем-то справилась. Потому что часто, когда у нас есть время, но мы не знаем, мы не выставляем приоритеты дел, мы можем сделать, не знаю, 10 не очень важных дел, а самые-самые важные дела мы не сделали, и поэтому вроде как я что-то делала, чем-то занималась, но самое важное я не сделала, и поэтому в конце дня... Я опять потратила день впустую. Хотя это не так. Поэтому вот, это коротко. По видео выше ты можешь увидеть более детальное описание этой техники. Но недавно я открыла для себя потрясающую вещь, и это мобильная версия. Да, на самом деле есть очень много разных приложений, я перепробовала много приложений, но вот именно это, и, кстати, это не реклама приложения, я хотела бы, чтобы это была реклама, но нет. Это, хочу тебе показать это приложение. Раньше я очень скептически относилась к приложениям, поскольку, что бывает, ты заглядываешь в телефон, открываешь... Сейчас я распределю дела, которые мне нужно сделать. Ты открываешь телефон, и что в телефоне? Конечно, какие-то социальные сети, другие приложения, все так красочно, ярко. И я часто отвлекалась. И поэтому, когда я заглянула, чтобы просто проверить список дел на сегодня, я обнаружила себя через полчаса просто листающей ленту социальных сетей. Поэтому я очень скептически относилась к этой идее электронной версии этого. Но чем хороша электронная версия? Тем, что это телефон, и это всегда у тебя под рукой. Бумажная версия, тебе нужно всегда иметь блокнот под рукой. Нужно еще усилия предпринять, чтобы как-то найти или в сумке, или где-то этот блокнот, чтобы открыть его, чтобы найти ручку, если она как-то не прикреплена к блокноту. И если это дома, окей, блокнот может лежать всегда на самом видном месте, что и прекрасно. Но, может, мы не всегда дома. Мы можем работать из библиотеки или из кафе. Это не очень, в общем, удобно носить всегда бумажную версию с собой. А в телефоне он всегда под рукой, ты просто открыл и уже смотришь. Итак, без лишних слов переходим к этому приложению. Итак, это приложение называется TickTick. И прелесть в том, что также вот в этом приложении, как ты сейчас можешь видеть, ты просто можешь выписывать все дела, которые тебе нужно сделать, и потом ставить день, когда это тебе нужно сделать, или это сегодня, или ты даже можешь планировать всю свою неделю в воскресенье, распланировал всю неделю, какие дела тебе прям нужно сделать. Дальше ты смотришь приоритет. И здесь красный, желтый или синий. Да, у них нет зеленого, поэтому синий.
ставишь приоритет, и все. И, по сути, эти дела уже становятся в списке этих дел. И ты четко знаешь, что тебе необходимо делать. Вот, ты это все выписал. И тут самое прекрасное, то, о чем-то я тебе обещала в начале этого видео, почему вот именно это приложение, эта техника в электронном виде мне так нравится. Итак, смотри, что происходит. Это виджеты. Виджеты — это то, что ты можешь сохранять на главном экране. И прелесть этого в том, что даже когда ты просто берешь телефон, и первое, что ты видишь, это не социальные сети, это не какие-то оповещения. Ну, у меня отключены большинство оповещений, поэтому первое, что я вижу, это виджет. Я вижу просто список дел, и это приложение, что оно делает. Даже если ты просто в самом приложении пишешь рандомно забрать ребенка у родителей, там, сходить за покупками и написать письмо другу, разный приоритет, то в виджете на главном экране это приложение само выстраивает иерархию, и сначала оно показывает самые важные 3, сколько тебе нужно, важные дела красные, потом желтые, потом синие, зеленые. То есть тебе не нужно даже распределять это, передвигать как-то. Оно само это делает. И еще что хорошо, тебе не нужно заходить в само приложение, чтобы добавить новое какое-то дело. У тебя, допустим, кто-то тебе что-то сказал: ой, не забудь там купить вот эти вот продукты сегодня, когда пойдешь в магазин. И ты сразу можешь добавить это в список. То есть просто кликаешь «добавить новое», и также пишешь какое-то дело, которое тебе нужно выполнить, ставишь день, это сегодня, ставишь приоритетность и отправляешь. И вот, оно уже отобразилось. И все. И это, сколько это занимает? 2-3 секунды. И это уже там. То есть первое, что ты видишь, и это настолько просто. Просто попробуй эту технику и напиши в комментариях, насколько тебе эта техника подходит или не подходит. И еще, что мне нравится, что есть сотни различных техник, но я люблю относиться к этому как к эксперименту. Это как-то избавляет меня от какого-то груза ответственности или такого прессинга, что ты должен, вот все, это теперь новая техника, ты всегда будешь выполнять эту технику. Нет, просто попробуй, эксперимент, вдруг получится. Вот. И как ты видишь дальше, на экране с правой стороны есть такие красочные блоки, временные блоки, но об этом я поговорю в другом видео, о том, как я планирую свой день. И это дает мне еще больше свободы и возможности наслаждаться жизнью, но об этом в другом видео. А сейчас попробуй эту технику и хорошего тебе дня. До встречи.